Частым вопросом от пациентов и коллег является вопрос о необходимости физических упражнений при болях в спине и позвоночнике. При этом пациент, часто появившуюся боль в спине, идет лечить в тренажерный зал. У него сидячая работа, как у большинства сегодня работающих. Он приходит в тренажерный зал, инструктор ему назначает, например, гиперэкстензию для укрепления мышц поясничного отдела позвоночника. Пациент честно, качественно выполняет упражнения, мышцы спины улучшаются, позвоночник вроде как говорят закачивается, а боль тоже увеличивается или не уменьшается, и он вообще нормально сидеть уже не может. В связи с этим он приходит ко мне на прием, и при осмотре я вижу, в принципе, хорошо развитые поясничные мышцы, но при этом продолжает беспокоить боль и выраженная боль. Почему это происходит? И в этом видео я расскажу о том, какие функции позвоночник выполняет в нашем организме, какими мышцами обеспечиваются эти функции, а они разные. Причем разные не только по физическому, биомеханическому подходу, но в том числе даже по физиологии и биохимии этих мышечных групп. И вот это позволит пациентам правильно выполнять упражнения, а специалистам правильно назначать эти упражнения. Поэтому начнем мы с функции позвоночника. Биомеханический позвоночник наш выполняет, в принципе, 4 основные функции. Первая – это функция защитная, функция рессорная, функция опорная или поддержание позы и функция движения. Защитная функция позвоночника стоит в защите спинного мозга костными структурами позвоночника, проходящего сквозь наши позвонки. То есть вот этот формируемый костный канал защищает спинной мозг от внешних повреждений. А рессорная функция, из самого названия понятно, это функция подрессоривания нашего тела межпозвонковыми дисками и частично связочно-мышечным аппаратом, который уже включается и принимает участие этой функции. В чем она заключается? Амортизация позвоночника при выполнении прыжковой нагрузки, осевой нагрузки, если мы что-то поднимаем над головой, да даже при падении на ягодицы, позволяет пассивным элементам межпозвонковым дискам не дать соударяться позвонком, а мышцам, как активным элементам, удержать эти позвонки от чрезмерного смещения относительно друг друга и травматизации как спинного мозга, так и спинномозговых корешков, выходящих из межпозвонковых отверстий. Функция опорная или функция позы, та, которая формирует нашу осанку или постуру. Постуральная функция, функция предготовности к движению. Вот здесь включаются в работу глубокие мышцы позвоночника, собственные его мышцы. И четвертая функция, функция движения, это активная функция, то есть функция наклонов, вращений, та, которая обеспечивается поверхностными мышцами, так называемыми фазическими мышцами. И вот здесь мы с вами подходим к моменту понимания, какие мышцы какую работу выполняют. То есть у нас существует два основных мышечных слоя в области позвоночника. Это глубокие мышцы, мышцы тонические или мышцы статические, и поверхностные мышцы, мышцы фазические или мышцы двигательные. И они разные. Статические мышцы или мышцы тонические – это мышцы, которые находятся в длительном изометрическом сокращении, то есть сокращении без увеличения объема движения. Они стабилизируют позвонки относительно друг друга. И здесь мы сталкиваемся не столько их фактической разницей, одни обеспечивают статику, другие движения, но и их как физиологической, как и биохимической разницей. То есть эволюционно у нас развилось два типа мышечных волокон для выполнения разных видов движения и берущих на себя разную нагрузку. Причем это касается не только позвоночника или его мышц, но и мышечной системы всего организма. Давайте более подробно рассмотрим физиологическую и биохимическую разницу этих мышц и этих мышечных волокон.
Соответственно, из эволюционных приспособлений сформировалось два типа мышечных волокон. Это мышечные волокна белые, второго типа, которые содержатся преимущественно в фазических мышцах, способные к анаэробному обмену, но содержат мало миоглобина, поэтому они, собственно говоря, бледноватые, они белые. И мышечные волокна первого типа, которые содержатся преимущественно в тонических мышцах, содержащих много миоглобина, они более красные, поэтому позволяет им долго находиться в состоянии сокращения и способны к аэробному преимущественно обмену. Соответственно, и по функции мышцы разные. Фазические мышцы, содержащие белые волокна, способны к быстрым, размашечным, силовым, энергичным движениям, но в то же время достаточно быстро утомляющиеся. И тонические мышцы, содержащие много миоглобина, красные волокна, которые способны к длительному изометрическому сокращению, поддержанию позы и длительно очень способны выдерживать нагрузку. То есть с меньшим утомлением и более устойчивые к усталости. Но фазические мышцы быстрее восстанавливаются после нагрузки за счет своих физиологических и биохимических особенностей, а тонические мышцы медленно восстанавливаются после продолжительных нагрузок, что требует большего времени для их восстановления. Вот исходя из этой физиологической и биохимической разницы функционирования этих мышечных волокон должна и строиться программа физических упражнений при той или иной проблеме позвоночника и спины, в зависимости от того, какие мышцы больше страдают. Глубокие, то есть мышцы тонические, для них нужен один тип упражнений. Поверхностные, фазические, для них нужен другой тип упражнений. Соответственно, исходя из разной биохимической деятельности и физиологической функции мышечных групп, для них существует разный вид деятельности. Для мышц тонических это преимущественно статическая функция, которая проявляется в изометрическом сокращении, то есть длительном напряжении мышц без изменения ее размеров, которое поддерживает позу или статику нашего позвоночника. А для фазических мышц более характерны объемные, амплитудные движения. Это и изотонические, и концентрические, и эксцентрические, то есть связанные с растяжением, укорочением. А вот на примере бицепса, если мы поднимаем вес, то мы выполняем концентрическое сокращение, мышца укорачивается и напрягается. Если мы опускаем вес, мышца остается в напряжении, но удлиняется, это будет эксцентрическое сокращение мышцы. Но есть еще изотоническое сокращение, когда мы с вами берем груз определенного веса, допустим, гантелью, и плавно поднимаем. Нагрузка не меняется, соответственно, это изотоническое. Но, в общем-то, тут надо еще понимать разницу между гантелями и жгутами или резиновой лентой. Потому что по мере растяжения ленты нагрузка на мышцу будет возрастать. То есть для мышц, которые слабые, лучше начинать с упражнения с резиновой лентой. То есть вначале лента слабо растянута, сопротивление слабое, а к концу сокращения лента растягивается максимально, и мышца становится сильнее. И вот здесь как раз возникает та самая разница. А как тренировать мышцы тонические и мышцы фазические? Вот тут как раз мы исходим из их функций. Тоническая мышца, способная к длительному сокращению и находиться в укороченном состоянии, она не воспринимает амплитудных фазических движений. То есть тренировать ее фазическими движениями, амплитудами бесполезно. Она этого не понимает, и мы сделаем только хуже. Мышца же фазическая требует амплитудных, силовых, больших нагрузочных движений. Да, ее тоже можно немножко изометрическими упражнениями потренировать, но коротенькими. И вот непонимание вот этих моментов приводит к чему? Что пациент приходит с болью в спине, у него же выраженно напряжены околопозвоночные мышцы, он приходит, может, говорит, спина болит. Он говорит, ну, конечно же, болит. У вас так вот напряжены мышцы вдоль позвоночника.
и расслабляет их массажем. Все хорошо, мышцы расслаблены, насыщены, а пациент с кушетки встать не может или встает и вскрикивает от боли с острым прострелом. Почему? Потому что фазические поверхностные мышцы взяли на себя функцию глубоких тонических мышц. То есть по какой-либо причине тонические мышцы перестали удерживать позвоночник. Кто включается? Защитный слой поверхностный. И они не приспособлены к этим нагрузкам, к длительным изометрическим. Это не их функция. И они входят в режим кислородного голодания, им тяжело, нарушается биохимия мышечного сокращения. Чем реагируют? Болью. И они начинают включать болью нам, что ну больно мне, я не могу это держать. А мы вместо того, чтобы включить глубокие мышцы, мы еще расслабляем поверхностные. И в результате получаем совершенно неправильный результат. Примерно то же самое происходит с физическими упражнениями. Когда человек приходит в тренажерный зал, в фитнес-клуб, ему говорят, давай, качай спину. И он начинает ее качать. Опять-таки, что качает? Поверхностные мышцы. А мышцы всегда работают по самому простому принципу. Если поверхностные мышцы начинают на себя брать преимущественную функцию тонических мышц, говорит, не, я не буду работать. Ты же работаешь. И в итоге возникает вот этот мышечный дисбаланс между глубокими мышцами спины и поверхностными, которые ухудшают и усугубляют болевые синдромы у человека с болями в позвоночнике. А вот как правильно подобрать упражнения? Каким образом? Конечно, только исходя из биохимических, физиологических и функциональных особенностей мышечных групп. Исходя из полученных знаний, теперь мы можем с вами подобрать, какие типы упражнений для какого типа мышц будут максимально эффективными. И, конечно, первая функция позвоночника, о которой мы говорили, это функция опорная, которая выполняет функцию поддержания позы и является фундаментом для построения всех типов движений. Если позвоночник нестабилен, движение невозможно. Поэтому мы начнем с тренировки тонических мышц или статической группы мышц, которые обеспечивают, собственно, позу. И те, которые не понимают, что такое фазическое движение, то есть амплитудное. Для них нужно упражнение, направленное на изометрическое сокращение мышцы, то есть удержание мышцы в ее укороченном положении длительный период времени. Сегодня классическим упражнением, или можно даже сказать золотым стандартом для глубоких мышц позвоночника является упражнение планка. Но, конечно, планка должна выполняться правильно. Правильно в том плане, что это не нужно очень долго, но и не очень коротко. 5-секундная планка вам ничего не даст. 5-минутная утомит ваши мышцы. Физиологическая норма от 30 до 60 секунд. Но идеально правильного положения в планке. Будь то планка длинная, короткая, боковая. Идеально правильное положение от 30 до 60 секунд. Ваш золотой стандарт укрепления глубоких мышц позвоночника. Дальше мы переходим к динамическим или к фазическим мышцам, которые обеспечивают движение позвоночного столба и все, что его окружает. Конечно, это очень тонкая работа по подбору работы именно на ту группу мышц, которая необходимо тренировать. Это могут быть, кстати, мышцы живота, потому что они являются антагонистами поверхностных мышц спины, и их тоже надо тренировать. Это могут быть широчайшие мышцы, тоже необходимо, паравертебральные мышцы, глубокие зубчатые мышцы и прочее. То есть здесь нужно индивидуально подбирать при каждой проблеме свой комплекс тренировок. Я думаю, что после того, как вы посмотрели наше видео, разобрались в функциях биохимии мышц, мышечных волокон, вы сможете в интернете, посмотрев видео для решения вашей проблемы, подобрать необходимый комплекс упражнений при вашей проблеме. Но нет четкого деления, что здесь у нас только неподвижность, статика, здесь у нас только движение. Мы все время говорим о том, что поза – это фундамент для подготовки к движению. Соответственно, есть великолепное упражнение, сочетающее и статику, и динамику. И это упражнение вам всем прекрасно известно. Называется отжимание. Когда вы находитесь в позе для выполнения планки, но при этом выполняете
фазические или динамические движения. И тут вы можете модифицировать шириной хвата, поворотом кистей рук, сведенными лопатками, удержанием. И ваши мышцы плечевого пояса, рук, они тренируются фазически, а мышцы паравертебральные и глубокие мышцы позвоночник перелетит находятся в изометрическом сокращении, тонические мышцы, и тренируют свою функцию. И вот этот комплексный момент, он крайне важен и максимально эффективен. И если вы специалист, который занимается лечением скелетно-мышечных болей, и вам интересно не только назначение упражнений, но и решение болевых синдромов позвоночника, связанных с нарушением функции мышц, связок, межпозвонковых суставов, рецепторного аппарата, то я приглашаю вас на наш курс «Нейробиомеханика болевых синдромов позвоночника». Ссылка на этот курс находится под видео. Приходите, и мы с вами научимся решать болевые синдромы позвоночного столба и назначение лечебной физической культуры с правильным подходом к этой проблеме.